Всем привет! Рада видеть вас на моем канале. И в этом видео мы продолжаем разбирать, что необходимо начинающему мастеру по брошкам. Я сделала одно большое видео, но решила, что лучше разбить его на несколько частей, расположив в начале самые важные, самые необходимые материалы, а ближе уже к последним видео это будут у нас дополнительные материалы. Они не менее интересные, но не всегда можно их позволить себе купить в тех или иных обстоятельствах, поэтому я о них расскажу в самом конце. Но прежде чем мы приступим, не забываем подписаться на этот канал, нажать на колокольчик, чтобы ничего не упустить, и поставить лайк. Приступаем! По поводу бусин Сваровски. Точнее, жемчуга Сваровски. Я ни в коем случае вас не агитирую сразу бросаться и покупать этот дорогущий материал, но просто хочу показать вам, как он выглядит, какое у него качество. Кстати говоря, вот здесь у меня Прецоза. Есть также еще такая фирма, как Прецоза. Они тоже делают классный жемчуг. А вот это жемчуг, это просто, скажем так, no name. То есть я не знаю даже, что за фирма их делает. Но если приглядеться, то видно, что качество отличается. Вот, допустим, возьмем бусину Сваровски. Если приглядеться, то видно, что качество отверстий хромает у no name фирмы. Бусина эта еще не была в работе, она просто лежала у меня в контейнере, но она уже поцарапанная. И вот бусина Сваровски. Кстати говоря, бусина Сваровски лежит здесь намного дольше. Вот такие вот моменты с потеками мне не нравятся. То Сваровски тоже бывают косячат. И попадаются, ну, не всегда хорошего качества бусины. Вот есть у них такие матовые, тоже классные. А вот у меня есть и настоящий жемчуг речной. Тоже хорошая вещь, но если у вас нет возможности его использовать, то ничего страшного. Также я попробовала якобы премиум пришивные стразы, но, если честно, качество отвратное. Покупала я в магазине, который продает материал для пошива костюмов для танцев. Для большого объема работ, конечно, придется экономить, и покупать Сваровски это довольно дорого. По поводу камней различного вида, у Сваровски много разных форм. На самом деле у меня здесь не самый богатый ассортимент. Я знаю, что у многих мастеров есть наборы похлеще, а вот это вообще у меня здесь находится стекло ручной работы. Покупала я это на ярмарке. Называлась она «Формула рукоделия» в Москве. Люблю в Москве попадать на эту выставку, потому что можно прийти поболтать с другими рукодельницами, посмотреть, какие бывают виды рукоделия, что делают люди. Столько всего интересного там я увидела и узнала. Вот такие красивые бусины, безумно мне нравится лэмворк. Но я этой техникой не владею, но могу любоваться. Также люблю покупать натуральные камни. У нас в Ростове проходят выставки, и я тоже иногда там закупаюсь. Вот это планируется две интересные броши, которые все никак не случатся. Все ждут своего часа. Кстати, вот по поводу беконусов можно посмотреть. Вот так выглядят беконусы Сваровски. Конечно, они ярче немножко блестят. Ну, мягко говоря, ярче. Они очень ярко блестят. Очень хорошее качество выполнения, которое влияет на передачу цвета и света в том числе. Это такие дымчато-желтые бусины, очень красивые. Для подвесок я часто использую какие-нибудь крупные камешки. Кстати говоря, вот, пожалуйста, пример использования пина. Пины я попозже покажу, расскажу. Мы уже с вами говорили про канитель, но мы будем о ней говорить снова. Кто не знает, что такое канитель, у меня об этом снято целое видео, где я рассказываю, показываю все виды канители, которые у меня есть. И стараюсь разбить это максимально понятно, по градациям, чтобы можно было понять, что зачем следует, почему, как этим пользоваться. Ну и вот, собственно, сама канитель. Очень часто после моих мастер-классов у вас возникает вопрос, а можно ли заменить канитель чем-либо другим, или можно ли заменить жесткую канитель на мягкую или наоборот. По поводу жесткой канители. Чаще всего жесткую канитель используют для обработки края броши. То есть, по идее, она должна иметь функции подобие каркаса, то есть она должна быть жесткой. Вот, например, вот эта канитель, это жесткая, она довольно-таки прочная, то есть она при каких-либо попытках ее продавить, сломать, она не поддается. Но, конечно, ее можно при желании испортить, согнуть.
растянуть, она предназначена для того, чтобы нести некую функцию наподобие каркас. Например, если же мы возьмем вот такую канитель, и если ее, не дай бог, вот так сдавить, то от нее останется просто лепешка. По поводу канители вы можете подробно посмотреть мое видео, где я рассказываю, какие виды канителей существуют, для чего они нужны, как их использовать. Все это есть в подробном описании. Дальше, как эту канитель пришивать и нужно ли ее вообще использовать? Однозначно нет. Если у вас нет канители, это не беда. Канитель можно потом где-нибудь найти, а брошки можно начать вышивать уже сегодня. Даже если у вас есть только один цвет бисера, один цвет фетра, одна иголка и даже если нет пялец. Однако, по поводу способов пришивания, не смотрите на вот эту страшную серединку, это я протыкала карандашом, чтобы хоть на чем-то удержалась эта бобинка. Значит, я использую мононить для того, чтобы пришивать бисер незаметно, чтобы не было видно нитку, когда я этого хочу. И чаще всего я обрабатываю точно так же край броши, когда пришиваю бисер или канитель, и я не хочу, чтобы было видно, чем я это делаю. В таком случае я использую мононить фирмы Gamma, у меня это 0,12 мм. Есть, конечно, другие фирмы, есть и лучше, и хуже, это уже на ваше усмотрение, скажем так. Пробуйте, методом проб и ошибок вы найдете свою. Меня устраивает. Стоит недорого. Дальше. Что у нас в броши является серединкой? Серединкой у нас является картон. Картонов бывает много разновидностей. Самый лучший, который можно использовать для броши, это электрокартон. Он так и называется, электрокартон. Он отличается особой жесткостью по сравнению с обычным картоном. То есть, если мы попытаемся сложить электрокартон, он будет менее податливый. Вот, если приглядеться, я их сгибаю одинаковой силой, но электрокартон не хочет сгибаться. Ну, поверьте на слово, в общем, и вот просто одним пальцем, пожалуйста. А тут вот как-то не сильно хочет. Электрокартон – это отличная основа для брошей, он более плотный и он более надежный. Далее, по поводу задней стороны броши, то есть попки броши. Что можно делать, как обрабатывать заднюю сторону броши, чем ее закрывать? Я рекомендую рассматривать все варианты, но самый простой и самый дешевый – это использовать обычный фетр, на котором вы вышивали, им же можно и закрыть заднюю сторону броши. Это самый дешевый вариант. Один из наиболее симпатичных вариантов, на мой взгляд, это попробовать закрыть кожей. Вот видно, что я использовала. Не помню, правда, в какой работе. Ну вот, например, вот такая вот на тканевой основе эко-кожа. Они существуют различных видов, цветов. Я имею в виду видов каких? Текстуры. Смотрите, вот здесь более мелкий рисунок, а здесь более крупный рисунок. Можно подобрать любой понравившийся вариант и использовать его для обработки задней стороны броши. Также существуют различные виды велюра. Есть много вариантов, они бывают как на хлопке, как на синтетике, еще на чем-то. Сейчас я найду еще варианты, покажу. Ну вот, допустим, вот такой вариант, вот такой вариант. Ну, у меня немножко мрачноватый подбор цветов, но тем не менее, есть что-то в этом. Также вот такой винный. Красивый цвет. Надеюсь, что видео вам понравилось. Ставьте лайк, не забывайте подписаться и нажать на колокольчик, чтобы ничего не пропустить. Делитесь этим видео со своими друзьями. Таким образом, вы помогаете развитию моего канала. И, кстати говоря, скоро на моем канале будет 30 000. А это круто, круто, круто. И смотрю следующее видео. И предыдущие тоже. Целую всех. Пока!